О том, что режим слаб и напуган, лучше всего говорят его действия, а именно параноидальный поиск врагов даже в самых неочевидных местах, например, в церквях и костелах. Очередной такой эпизод произошел на днях в Минской архикафедре. Милиция нагрянула туда из-за того, что верующие исполнили гимн «Могутный Боже». О случившемся рассказал епископ Юрий Кособудский на своей странице в Фейсбуке. По словам священника, силовики заявили, что прихожанами было нарушено законодательство о молитве. Судя по всему, такой закон был придуман именно на ходу, поэтому пояснить что-либо по существу носители погон не смогли. Впрочем, ничего удивительного, ведь буквально за день до инцидента нелегитимный успел высказаться о гимне верующих в своем неподражаемом стиле. Лукашенко заявил, цитата, «Они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить начатое ими дело». После этого он вспомнил о полицаях и пообещал, что те, кто исполняет «Могутный Боже» в костелах, нарвутся. Вероятно, диктатора очень коробят слова из гимна «Зраби свободный, зраби счастливой краину нашу и наш народ». Отметим, что текст молитвы был написан в 1943 году Натальей Арсеньевой. После войны «Могутный Боже» стал молитвой белорусской эмиграции. А в 1993 году, когда Беларусь еще была свободной, специальная комиссия Верховного Совета предложила сделать этот гимн государственным. С 1 июля государственные банки Германии прекратили переводы в Беларусь, так как опасаются, что деньги пойдут на сектора экономики, попавшие под санкции. О проблемах с платежами СМИ сообщили уже как минимум 2 предпринимателя. Некоторые считают, что в Германии бизнес недостаточно хорошо проинформировали о санкциях в отношении Беларуси, поэтому многие воспринимают проблемы с переводами как мошенничество. Сегодня также стало известно о том, что в связи с санкциями ЕС украинский город Николаев отказывается от поставки белорусских автобусов МАЗ. А в Кабмине Украины заявили о намерении ввести ряд персональных, экономических и других санкций к физлицам Беларуси, причастных к фальсификациям выборов в нашей стране, а также к репрессиям, применению пыток и задержаниям. США тоже не остались в стороне и ввели запрет на продажу авиабилетов в Беларусь, в том числе на рейсы с пересадкой. Провести лето, гоняясь за одноклассниками с дубинкой. Режим не устает накачивать белорусскую молодежь так называемым патриотическим воспитанием. Вслед за одесскими лагерями на базе спецназа аналогичные заведения начинают открываться и при РОВД. Так, школьников из Гродненской области приглашают в детский оздоровительный лагерь «Новобранец» на базе московского РОВД. Увеселительную поездку организует управление образования райисполкома. На сайте местной газеты «Заря над днем» опубликовано приглашение, обещающее спортивные занятия, конкурсы и разнообразные активности. Судя по фото, которые публикует районка, счастливые юные новобранцы живут в палатке возле РОВД. При этом сама оздоровительная программа включает встречу с зампредседателя исполкома, которая рассказывает детям о важности и необходимости государственных символов. По словам замначальника РОВД Андрея Лучко, главной целью лагеря является патриотическое воспитание подрастающего поколения и освоение профессий, связанных с погонами. Что ж, пока в цивилизованных странах дети изучают летом иностранные языки и строят песочные замки, белорусских детей учат выбивать дурь из ненавистных режиму змагаров. После августовских событий многие спортсмены выступили против насилия над протестующими. Это закончилось тем, что некоторые из них в итоге были вынуждены покинуть страну из-за преследований, а некоторые вовсе ушли из спорта. Но не все тогда поступали по совести. К примеру, игроки футбольного клуба «Витебск», которые подписали провластное письмо во славу режима. Взамен им пообещали поддержку из госбюджета, но, как обычно водится в нашей стране, не всем обещаниям нелегитимной власти нужно верить. Футболистам не только не подняли зарплаты, но и хотят оставить их без бонусов и премий. А ведь именно они составляли весомую часть дохода игроков. Более того, по информации директора Николая Войтюховского, у клуба ухудшилось финансовое состояние, что вынуждает продавать перспективных футболистов. К примеру, бразильского полузащитника Диего Сантоса. За него планируют получить 350 тысяч евро. Эти деньги помогут клубу на некоторое время забыть о финансовых проблемах. Вряд ли именно на такую отдачу рассчитывали опытные футболисты, когда заключали сделку с диктатором. Кажется, нелегитимной власти уже не хватает обычных колоний для политзаключенных, и теперь режим решил ссылать неугодных в Чернобыльскую зону. О возрождении районов, пострадавших от радиоактивного загрязнения, заявил замглавы администрации Лукашенко Максим Рыженков. Такая новость вызвала волну возмущения у белорусов, ведь после Чернобыльской катастрофы прошло всего 35 лет, а период полураспада некоторых смертельно опасных веществ может составлять сотни лет. По словам жителей зоны отчуждения с украинской стороны, там многие болеют и умирают от
от онкологии, не дожив и до 50. Впрочем, для диктатора это отличный способ уменьшить количество своих противников без помощи ОМОНа. Нетрудно представить, как будет скрываться статистика по заболеваниям населения загрязненных районов, которые попадают в национальную программу. При этом приспешники режима цинично заявляют, что программа создана для благополучия людей. Что ж, предлагаем для начала релоцировать жителей Дроздов во главе с Ермошиной в эти благодатные места в считанных километрах от Чернобыльской АЭС. Пусть расскажут, как там хорошо. Ты же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и бог. Ты, лицемерная гнида, решаешь, кому жить, а кому умереть. В сети сегодня появился тизер фильма «Минск» о белорусских протестах в августе 2020 года. Это история про молодую супружескую пару, которая ночью вышла из дома и случайно оказалась в гуще протестов. Лента особенно тем, что снята одним кадром без монтажных склеек. Режиссером фильма выступил россиянин Борис Гуц, а продюсером проекта стал политолог Виталий Шкляров, которого еще до выборов задерживали по делу Тихановского. После публикации тизера режиссер обнародовал также скан отчета министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о командировке в Россию. Согласно документу, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были заключены определенные соглашения. В частности, Макей заручился поддержкой российской стороны в запрете показа в России художественного фильма «Минск», поскольку он является, цитата, «абсолютно провокационным, нацеленным на раскручивание протестных настроений». По словам режиссера, выпуск картины, несмотря на все запреты, планируется на осень 2021 года, а в качестве площадки для премьеры и показа рассматривают онлайн-платформы. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!